Обычно об этом не пишут, не говорят, потому что вообще что-то сложно сказать. Но я решила поделиться своим опытом, возможно, что-то для себя новое открыть, и, может быть, это будет кому-то полезно. Я бы сказала, что пробуждение — это лишь первый шаг, в народе называют пробуждение, просветление. Первый шаг вообще в осознанном развитии. Развитие, для чего мы сюда приходим. И оно нелинейно, оно, можно, если так сказать, безмерное. И когда ты пробуждаешься ото сна, иллюзии ума, ты начинаешь чувствовать свою природу, себя, происходящее. Перестаешь отождествлять себя с телом, то есть ты уже нечто большее, ты чувствуешь связь с этим всем. Но все равно существует огромное количество иллюзий, и иллюзия разделенности самое главное. Ты как бы связан со всем, но все равно есть остатки ты, остатки эго. Есть разделение на духовный мир, материальный, на пробуждение и непробуждение. Вот эти вещи увидеть очень сложно. Мне их помогает увидеть команда. Люди, которые сами в этом варятся, сами живут осознанно и стремятся выйти к большей чистоте. Потому что в конце концов мы придем к полному единству, если так можно сказать условно. Полная реализация нашего потенциала. А как личности мы ограничены. Поэтому после пробуждения мы начинаем чувствовать связь с этим миром. Дальше мы начинаем видеть в других людях отражение себя. То есть уже такой процесс взаимообмена, как бы весь мир — это зеркало, здесь нет никого, кроме меня. Мы играем в эти игры. Как правило, играем долго. Как правило, если человек идет один, развивается один, вокруг него подбираются такие люди, которые усиливают его значимость и знания. Но нужен кто-то, кто тебе покажет эти иллюзии, точнее, поможет их увидеть. Кто-то, кто, возможно, зашел дальше. В нашем случае это учитель. И это команда, которая помогает увидеть себя же с разных сторон. Потому что обычно мы привыкли где-то что-то замалчивать, как-то в себе вариться, свои переживания, мы все равно отделяемся. Но только когда ты готов идти на это, ты погружаешься в все большую глубину. И я бы сказала, что дальнейшее движение после пробуждения — это освобождение от иллюзий. А их очень много, и они очень разные. Иллюзии того, что вообще есть какие-то иллюзии. Иллюзии того, что есть какое-то я, какое-то единство, какой-то источник этой жизни. Чем дальше ты идешь, тем больше ты чувствуешь это несоответствие. Потому что ты вроде как в своей природе, но при этом есть какое-то внутри это такое что-то разделяющее, например, одно сознание на маленькие души. Каждый из нас — это душа. Но это же условно, потому что мы не душа, мы все. Душа — это часть. Душа — это наш палец. А мы весь организм. И нам кажется, что нужно слиться с этим источником жизни. Убрать все разделения. Опять же, нам кажется, что нужно что-то сделать. Или, возможно, другая иллюзия, другая крайность. Нам ничего не нужно делать. Мы уже все поняли. Мы уже все узнали. Мы ко всему пришли, значит, наша функция выполнена. Теперь мы будем только другим помогать это делать. Очень сложно это увидеть, когда ты один идешь. Когда, например, пробужденный человек проводит сатсанги, а рядом с ним нет таких пробужденных, которые ему скажут, что ты вообще несешь. Эти иллюзии очень важно как-то реализовывать и проговаривать. У меня это получается, когда я только открываю рот и начинаю говорить что-то. И это что-то, оно уже условное, разделенное, оно уже какое-то напряжение. Потому что наша природа — это тишина, это хоп. По идее, не должно быть разделения, но оно есть. И после пробуждения есть мир ума, есть духовный мир, какой-то недуховный. Хотя здесь все так, как есть. Жизнь, она вообще нейтральна. Ты чувствуешь, значит, себя происходящим, как бы познаешь себя, погружаешься в эту глубину, пока ты не растворяешься вообще. И это очень интересный этап. Картинка есть, при этом ничего нет.
Ни источника энергии, ни направления этой энергии, никакой энергии вообще. Вообще ничего нет. Вот. Великие учителя говорят, это живая пустота. Что значит живая пустота? Это концепция. Каждый из нас может сколько угодно на эту тему разговаривать. Говорит, да, вот это я чувствовал. Ну вот оно так. Исчезает вообще все. И это очень интересно. Но пока я тут сижу и говорю что-то, пока есть кто-то, человек, который это слушает, человек, который это снимает, есть какой-то режиссер, есть актеры, есть какая-то энергия, которая это все создает. Нам есть куда двигаться, нам есть что здесь делать. И самый эффективный способ вот дальше, условно говоря, продвигаться в глубину, это помогать другим просыпаться, помогать другим чувствовать свою природу. Хотя вот этой всей мерности нет на самом деле. Я бы сказала, исчезает эта мерность и пространства, и времени, и личности, и иллюзий, и все это исчезает. Исчезает источник этой жизни, и экран, который это все показывает, и органы, которые это воспринимают. Вообще все исчезает. Это очень интересно. И можно только пригласить вас в путешествие, ваше собственное путешествие в этот огромный мир, которым мы являемся, в котором нет ничего.